Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой красивый комплект. Шапочку с косами, теплую и мягкую, и манишку, которая надежно защитит горлышко малыша. Вязать я буду на объем головы 50-52 сантиметра. Вязать я буду из пряжи Astra Air в составе альпака, меринос и нейлон на 50 грамм 145 метров. Мягкая объемная ниточка. Как альтернативу можно взять пряжу Drops Air. На шапочку нам понадобится 1,5 мотка. Обычным способом на спице номер 5 я набираю 66 петель. Набрали 66 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась. Снимаем петельку с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем. Повесим маркер начала ряда. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Все петельки у нас в этом ряду провязываются за переднюю стенку. Я дошла до конца ряда. У меня 1 лицевая, 1 изнаночная и маркер. Во втором и последующих рядах лицевые провязываем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. Над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные. Так формируется резиночка 1 на 1. Я провязала 32 ряда. Теперь нам надо увеличить количество петель на 30%, но так, чтобы оно было кратно 9. Я буду провязывать 3 петли и делать прибавку после каждой третьей петельки. Прибавку делаю из протяжки, накидываю на левую спицу, провязываю скрещенной петлей за заднюю стенку. Снова провязываю 3 лицевые, делаю прибавку из протяжки. 3 лицевые, делаю прибавку. Таким образом вяжу до конца ряда. Этот ряд у нас установочный, он не принимает участия в подсчете рядов, он как бы нулевой. Я довязываю ряд. В конце ряда перед маркером у меня тоже прибавка. И сейчас у меня на спицах получается 88 петель, а количество петель должно быть кратно 9. Поэтому я поделила все петельки пополам и сделаю еще 2 прибавки. Здесь и здесь. Провяжу 44 петли до маркера. Я дошла до маркера, это моя половина шапочки. Сделаю здесь еще одну прибавку. Также из протяжки провязываю скрещенной петлей. Теперь вяжу до конца ряда. И здесь делаю еще одну прибавочку, также из протяжки. Накидываю ее на левую спицу, провязываю скрещенной лицевой. Мы провязали первый ряд. Сейчас мы вяжем второй. Вяжем его также лицевыми петельками, все петли за переднюю стенку. И провяжем еще один третий лицевой ряд. В четвертом ряду у нас начинаются первые перехлесты для нашего узора. Раппорт узора 9 петель. Нам надо перекрестить первые 3 петли и вторые 3 петли. Вводим спицу за работой во вторые 3 петли. Снимаем 6 петель. Возвращаем на левую спицу первые 3, затем вторые 3 петли. Провязываем их лицевыми за переднюю стенку. Первая, вторая, третья и вторая тройка. Первая, вторая, третья. Затем 3 петли лицевыми. Это наш раппорт. Такой перехлест и 3 лицевые. Снова вводим спицу за работой во вторые 3 петли. Снимаем 6 петель, возвращаем первые 3, затем вторые 3. Провязываем их лицевыми за переднюю стенку. Первая тройка и вторая тройка. Затем 3 лицевые обычные. И таким образом мы будем вязать до конца ряда. Вводим спицу за работой, меняем местами первые 3 и вторые 3 петли. Провязываем их лицевой за переднюю стенку.
затем обычные 3 петли. Итак, повторяем до конца ряда. Я довязываю ряд, в конце ряда у меня 3 лицевые петли, и всего у нас должно получиться 10 вот таких перехлестов по кругу. Следующие 3 ряда будем провязывать обычными лицевыми за переднюю стенку. В 4-м ряду снова будем делать перехлест, но уже в другую сторону. Я провязала 3 лицевых ряда, довязываю ряд, и здесь наш раппорт таков. Провязываем сначала 3 лицевые обычные, затем вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли, меняем местами с первыми 3 петлями. Возвращаем сначала первые петли, потом вторые. Провязываем лицевыми за переднюю стенку. Первая тройка и вторая. Это наш раппорт. Повторяем 3 лицевые. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Снимаем со спиц 6 петель. Возвращаем сначала первые 3. Затем вторые 3. Провязываем лицевыми за переднюю стенку. И так будем вязать до конца ряда. И у нас тоже должно получиться 10 таких перехлестов. 3 обычные лицевые. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Меняем их местами. Провязываем лицевыми за переднюю стенку. Довяжем так ряд до конца и затем будем чередовать. Будем вязать 3 обычных лицевых ряда, 1 ряд с перехлестами влево. Затем опять 3 обычных лицевых ряда и 1 ряд с перехлестами вправо. Сейчас довязываем ряд с перехлестами вправо и затем чередуем узор, как мы вязали сначала шапочки. Вяжем так на нужную нам высоту шапки. Я провязала 3 полных раппорта. Вот первый перехлест слева вправо, второй, третий и 3 лицевых ряда. Сейчас будем провязывать перехлесты вправо и делать убавки. Вводим спицу за работой во вторые 3 петли, меняем их местами с первыми 3. Сразу же провязываем 2 петельки вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевую. Далее 3 лицевые, их не трогаем, наш перехлест. Затем снова 2 лицевые вместе за переднюю стенку и 1 лицевую. Так будем повторять до конца ряда. Вводим спицу во вторые 3 петли, меняем их местами с первыми 3. Провязываем 2 вместе, затем лицевую, 3 лицевые, снова 2 вместе и 1 лицевую. Следующий ряд у нас без убавок. Все петельки провязываем лицевой за переднюю стенку. В следующем ряду у нас снова убавочки. Провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, затем 5 лицевых. Снова 2 вместе за переднюю стенку, 5 лицевых. Так довязываем ряд до конца. Я довязала ряд. Следующий ряд у нас без убавок. Все петельки провязываем лицевыми за переднюю стенку. В следующем ряду делаем убавки таким образом. Сначала провязываем 1 лицевую, затем делаем перехлест вправо. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли, меняем их местами с первыми 3. Провязываем 3 лицевые, затем 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевую. Сразу же делаем следующий перехлест. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли,
Меняем их местами с первыми 3 петельками. Возвращаем на левую спицу. Провязываем 3 петли лицевой. Затем 2 вместе за переднюю стенку и 1 лицевую. Снова делаем перехлёст. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Меняем их местами. Провязываем 3 лицевые. Две вместе лицевой и 1 лицевую. Довязываем так ряд до конца. В конце ряда у нас остается 5 петель. Мы их переснимаем на правую спицу. Убираем маркер. Возвращаем. Вводим работу, нашу первую петлю, которую мы провязывали лицевой. Делаем перехлёст. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Меняем местами. Провязываем 3 лицевые. 2 вместе лицевой. Возвращаем наш маркер. Провязываем 1 лицевую. Следующий ряд у нас без убавок. Провязываем все петельки лицевыми. В следующем ряду провязываем по 2 петли вместе. 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. Так довязываем ряд до конца. Следующий ряд у нас без убавок. Все петли провязываем лицевыми. И в последнем ряду убавочек провязываем по 2 петельки вместе. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. И так до конца ряда. Теперь ниточку обрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем и уводим ниточку наизнанку. Закрепляем и прячем кончик. Прячем кончик наборного ряда в нашем отвороте, пропуская по лицевым петлям вниз и вверх. На манежку также обычным способом я набираю 66 петель. Плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязанием. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась. Снимаем петельку с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петельку, повесим маркер. Начинаем вязание резиночкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Все петельки провязываем в этом ряду за переднюю стенку. Я довязываю ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. Переодеваю маркер и продолжаю вязание резиночкой 1 на 1. Над лицевыми петлями вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Лицевые за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. Довязываем ряд до конца, и всего я провяжу 35 рядов резиночкой 1 на 1. Я провязала 35 рядов. Теперь приступим к формированию ложной кетлевки. Будем вязать так. 1 лицевая, накид на себя. Снова 1 лицевая, накид на себя. Лицевая за переднюю стенку, накид, лицевая за заднюю стенку, накид. Следим за тем, чтобы петельки у нас не скрещивались. После каждой лицевой делаем накид на себя. Таким образом мы удваиваем количество петель. Я довязываю ряд, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Маркер. Далее лицевые мы будем снимать, нить за работой, накиды провязывать скрещенной изнаночной. Лицевую снимаю, накид скрещенной изнаночной за переднюю стенку. Лицевые снимаем, изнаночные провязываем скрещенными. Лицевую снимаем, изнаночную за переднюю стенку. Так вяжем до конца ряда.
Я довязываю ряд. В следующем ряду лицевые провязываем, изнаночные снимаем нить перед работой. Лицевую провязываю за переднюю стенку, изнаночные снимаю. Лицевые провязываю, изнаночные снимаю нить перед работой. И так до конца ряда. Я довязываю ряд, лицевая, изнаночную снимаю, маркер. Теперь мы снова лицевые снимаем нить за работой, изнаночные провязываем обычные за заднюю стенку. Лицевые снимаем, изнаночные провязываем. Так вяжем до конца ряда. Лицевые снимаем нить за работой, изнаночные провязываем обычно. Я довязываю ряд, переодеваю маркер, и в следующем ряду мы снова лицевые провязываем, изнаночные снимаем нить перед работой. Лицевые провязываем за переднюю стенку, изнаночные снимаем. Я довязываю ряд. Мы провязали 4 ряда ложной петлевки. Теперь будем уменьшать петельки вдвое. Будем провязывать 2 петли вместе изнаночной. 2 петли вместе, 2 петли вместе. Так до конца ряда. Просто по 2 петельки вместе изнаночной петлей. У нас получается такой красивый воротничок с подгибом, ложная петлевка и декоративная полосочка из изнаночных петель. Теперь займемся распределением петель для реглана. У нас на спицах 66 петель. Я оставляю на регланной линии по 11 петель. У меня будут косички на регланных линиях, состоящие из 9 петель, и по бокам по одной изнаночной. 11, 11, 11, 11 петель на регланной линии. Вычитаю из 66 петель, остается всего лишь 22 петли. Распределяю их следующим образом. 8 петель оставляю на переднюю и заднюю часть манишки, а на рукава оставляю по 3 петельки. Наш фиолетовый маркер – это наша начальная точка вязания. Она у нас находится здесь, прямо перед регланной линией. Далее мы пойдем по кругу, распределяя маркеры. Сейчас у нас начинается первая регланная линия из 11 петель. Вяжем одну изнаночную, 9 лицевых. Следим за тем, чтобы петельки у нас не скрещивались. Лицевые провязываю за заднюю стенку. И одна изнаночная. Это наша первая регланная линия. Я повешу также фиолетовый маркер. Это у нас начало ряда. Далее 8 петель спинки. Провязываю их лицевыми за заднюю стенку. Повешу зеленый маркер, отличный от маркера начала ряда. Далее снова регланная линия. Провязываю одну изнаночную, 9 лицевых. По регланным линиям у меня будет идти косичка из 9 петель. Одна изнаночная. Повесим маркер. Далее провяжем 3 петельки рукава. 3 лицевых петли. Маркер. И снова регланная линия из 11 петель. Провязываю одну изнаночную, 9 лицевых. Одну изнаночную. Маркер. Далее 8 петель лицевой части манишки. Провязываю их лицевыми за заднюю стенку. И 11 петель регланной линии. Повесим маркер. Одна изнаночная, 9 лицевых. Одна изнаночная. Повесим маркер. И далее провяжем 3 петли рукава. Мы провязали первый ряд.
В следующем ряду будем делать прибавочки до и после регланных линий. Прибавки будем делать через ряд. Переодеваем маркер, провязываем нашу регланную линию, 1 изнаночную, 9 лицевых, 1 изнаночную. После маркера регланной линии делаем прибавку. Накидываем на левую спицу протяжку таким образом и провязываем за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Далее вяжем петельки лицевыми до следующего маркера регланной линии. Перед маркером накидываем протяжку. Провязываем скрещенной лицевой с наклоном вправо. Маркер. Далее петельки регланной линии, 1 изнаночная, 9 лицевых, 1 изнаночная. Переодеваем маркер. После регланной линии у нас прибавка с наклоном влево. Накидываем протяжку, провязываем скрещенной лицевой за заднюю стенку. Далее у нас снова регланная линия. Перед маркером прибавка с наклоном вправо, маркер, изнаночная, 9 лицевых, изнаночная. Маркер. После маркера регланной линии прибавка с наклоном влево. Далее лицевые петельки до следующего маркера. Передо мной маркер регланной линии и у меня прибавка с наклоном вправо. Провязываю лицевой за переднюю стенку. Маркер, регланная линия из 11 петель. 1 изнаночная, 9 лицевых, 1 изнаночная. Маркер регланной линии, прибавка с наклоном влево. Далее петельки рукава, и перед маркером начала ряда у меня тоже прибавочка с наклоном вправо. Следующий ряд у нас без прибавок. Все петельки вяжем по узору, по рисунку. Там, где изнаночные, вяжем изнаночными, там, где лицевые, вяжем лицевыми. Я дошла до конца ряда, переодеваю маркер. И в этом ряду у нас прибавки, а также перехлесты в регланных линиях. Перехлесты косы будем делать в каждом 4-м ряду. Провязываем 1 изнаночную регланной линии. Далее вводим спицу за работой во вторые 3 петли и меняем их местами с первыми 3 петлями. Провязываем все 6 петелек лицевыми за переднюю стенку. Далее 3 лицевые и изнаночная. У нас получился перехлест с наклоном влево. Переодеваем маркер. После маркера делаем прибавку с наклоном влево. Накидываем протяжку. Провязываем за заднюю стенку. Вяжем до следующего маркера лицевыми петельками. Перед маркером накидываем протяжку на себя. Провязываем петельку с наклоном вправо. Маркер, изнаночная, перехлест регланной линии. Вводим спицу за работаю вторые 3 петли, меняем местами с первыми 3, провязываем лицевыми за переднюю стенку. Три лицевые и 1 изнаночная регланной линии. Маркер, прибавочка с наклоном влево. И так будем вязать до конца ряда. Перед регланной линией и после регланной линии прибавка, в регланных линиях перехлест. Я довязываю ряд. В конце ряда перед маркером тоже делаем прибавочку с наклоном вправо, маркер, и в этом ряду вяжем без прибавок. Вяжем по узору, по кругу до конца ряда. Это у нас 5-й ряд. В 6-м ряду делаем прибавочки до и после регланных линий. В 7-м ряду вяжем ряд без прибавок. Я провязала 7 рядов. В 8-м ряду у нас прибавочки и перехлест в регланных линиях в косе с наклоном вправо. Провязываем регланную линию, 1 изнаночная, 3 лицевые. Далее вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Меняем их местами с первыми 3, провязываем лицевой за переднюю стенку.
Таким образом формируем перехлесты в косе с наклоном вправо. Далее 1 изнаночная регланной линии. Такая у нас получается коса. Маркер. Не забываем делать прибавки до и после регланных линий. Прибавка с наклоном влево. Провязываем петельки спинки. Перед маркером регланной линии прибавка с наклоном вправо. Маркер. 1 изнаночная. Провязываем 3 лицевые и делаем перехлест в косе. Перехлест с наклоном вправо. Вводим спицу спереди работы во вторые 3 петли. Меняем их местами с первыми. Возвращаем вторые 3 петельки и провязываем все петли лицевой за переднюю стенку. У нас получился перехлест с наклоном вправо. Одна изнаночная регланной линии. Такая косичка у нас формируется. Маркер и прибавочка. И довязываем так ряд до конца. До и после регланных линий делаем прибавки. И так будем вязать, чередуя ряды. Прибавочки у нас в каждом втором ряду, перехлесты в регланных линиях в каждом 4 ряду. Я провязала 19 рядов. Всего сделала 8 рядов с прибавками. Довязываю 19 ряд, маркер. И в этом ряду у меня все петельки изнаночные. Следим за тем, чтобы петельки у нас не скрещивались, провязываем за ближайшую стеночку. То есть лицевые провязываем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. Все лишние маркеры я убираю, я оставила только маркер начала ряда. Довязываем ряд до конца. Переодеваем маркер. В следующем ряду все петельки лицевые. Провязываем за заднюю стенку. Я довязала ряд. В следующем ряду все петельки снова изнаночные. Провязываю за переднюю стеночку. И в этом ряду я буду закрывать петельки. Убираем маркер, провязываем лицевую, следующую лицевую и накидываем на нее предыдущую. Снова провязываю лицевую за заднюю стенку, накидываю на нее предыдущую. И так закрываем все петельки. Сильно петли не затягивайте. Я заканчиваю ряд. Мне осталось закрыть одну петлю. Вытягиваем петельку в конце вязания, отрезаем, вставляем в иголочку с широким ушком. Ищем нашу первую петельку закрытия. Вот она, первую горизонтальную петлю. Вводим иголочку под обе стеночки. И затем в основании той петли, откуда у нас выходит нить. С изнаночной стороны прячем кончик нити, пропуская по стеночкам петель. Такая у нас получается красивая непрерывная коса закрытия петель. Прячем кончик наборного ряда таким же образом. С изнаночной стороны пропускаем по стенкам лицевых петель вниз и вверх. Так ниточка надежно закрепится. Наша манишка готова. Отправляем ее стираться. Стираю машинки на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности. Такой красивый комплект у нас вышел. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.